Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США на Ближнем Востоке в случае, если будет атакована топливная и энергетическая инфраструктура Ирана, пишет Reuters. Заявление прошло на фоне ультиматума Трампа, что если через 48 часов не будет открыт Ормузский пролив, то атакам будут подвергнуты все электростанции Ирана, начиная с самой крупной. Хотелось бы заметить, что вывод из строя только Джубааль, электростанции Джубааль в Саудовской Аравии приведет к эвакуации 8,5 миллионов человек, жителей Риада. Александр, вопрос, а вот это вот накаливание страстей к чему может привести в части ухудшения текущего энергетического кризиса? Когда 3 недели назад все это началось на Ближнем Востоке, мы на этом канале обращали внимание, что важны два параметра. Первый – как долго будет длиться конфликт, и второй – с какими потерями страны региона из этого конфликта выйдут. Притом, если вдруг сейчас конфликт перейдет хоть в хроническую стадию, но вялотекущую, Ормузский пролив будет открыт. Все нефтегазовые мощности региона продолжат работать, как работали до начала конфликта. То для мировой экономики этого конфликта существовать не будет. Да, люди будут, люди в реке будут страдать. Но так как поставки энергоносителей восстановятся, так как никакая инфраструктура не будет повреждена, то как бы и ладно. Это не мое личное мнение по этому вопросу, если вдруг кто-то не понял, я на всякий случай. Это неизбежный взгляд мировой экономики на любой конфликт, любой интенсивности, пока этот конфликт никак не мешает, ну, основному миру получать необходимое сырье, товары из данного региона, если этот регион вообще что-то поставляет. А если это какой-то богом забытый регион, в котором, ну, туда миллион человек, обратно миллион человек, то этот конфликт вообще никому не будет интересен. Хотя в самом регионе люди, безусловно, будут страдать, и сам по себе конфликт надо будет завершать. Но усилия по завершению конфликта в таком случае будут минимальными, потому что, ну, и так все. И так в целом все нормально, скажут люди, заинтересованные в том, чтобы просто нефть шла. И я тут напомню вот какие цифры. Смотрите. На первом месте в мире по поставкам нефтепродуктов находятся Соединенные Штаты Америки. И нет, это ни о чем не говорит. На втором месте находится Российская Федерация. Да, с большим отрывом от Соединенных Штатов, но у нас немножко другая структура поставок. В Соединенных Штатах в значительной степени поставки связаны с экспортом пропан-бутана. Ну вот. У нас в большей степени это дизельное топливо, мазут, вакуумный газоиль, вот такого рода продукты. Кстати, а на третьем месте Объединенные Арабские Эмираты. На четвертом месте Индия. На пятом знаменитая нефтедобывающая страна Сингапур. Прозрачный намек всем представляющим географию. Саудовская Аравия на следующем у нас месте находится. Следом, в общем-то, следом за ней идет Китай и потом Кувейт. Ну, давайте мы сейчас посмотрим на текущую ситуацию. Вот у нас Объединенные Арабские Эмираты, по сути, выбыли с рынка. Не на 100%, безусловно, то есть какой-то ручеек поставок оттуда, видимо, идет. Их нефть торгуется, но если посмотреть на цену так называемой индийской корзины, которая учитывает в том числе, ну, которая учитывает цену ближневосточных нефтей, идущих на рынок Индии, то эта корзина уже больше $140. Точнее, она была $146 с тенденцией к увеличению. Это не означает, что вся нефть в Индии идет по такой цене. Это лишь отображает некий маркер кризиса для этого региона. И вот, собственно говоря, Индия на четвертом месте у нас среди поставщиков нефтепродуктов. Среди экспортеров нефтепродуктов, подчеркну я. То есть речь не о том, сколько вы в целом производите нефтепродуктов. Понятно, что Индия будет производить довольно-таки много нефтепродуктов, учитывая количество населения. Да и мощности нефтеперерабатывающие, которые сопоставимы с российскими и даже чуть-чуть больше. У нас довольно много нефтеперерабатывающих мощностей, так на секундочку.
Так вот, Индия крупный экспортер. И учитывая, что она чистый импортер нефти, по ней вот эта ситуация бьет довольно сильно. Бьет довольно сильно по ее возможности отправлять нефтепродукты на зарубежные рынки. Итак, вот у нас Индия присоединяется к числу стран, которые страдают от этого конфликта уже в данный момент. Далее у нас идут, собственно говоря, Китай, который несколько, как гласят открытые источники, приостановил экспорт нефтепродуктов, ну или, так сказать, руководство Китая подсоветовало: ребята, давайте вот немножечко прикрутим фитилек. Просто Китай является нетто-импортером нефтепродуктов. Да, это огромный рынок, это крупный потребитель, один из двух крупнейших потребителей нефти на планете Земля, но в то же время какую-то часть нефтепродуктов он экспортирует. Сейчас этот ручеек тоже несколько снизился. Далее у нас идут Кувейт и Саудовская Аравия. Ну, по вполне понятным причинам у этих стран тоже есть проблемы с экспортом нефтепродуктов. К чему этот экскурс, если мы говорим про Иран, про удары его по инфраструктуре? Да, собственно, вот к этому. Буквально к тому, что я только что проговорил. Все говорят про нефть, полагая, что нефть это какая-то самоценная штука, без которой просто ну вообще никак, никуда, и надо смотреть только на нее. Важна ли нефть? Безусловно важна. Важен ли нефтяной рынок? Безусловно важен. Но кроме нефтяной составляющей, с этой проблемой, с ближневосточной проблемой, связана масса других составляющих, в которых и гелий, и удобрения. Пересмотрите ролик, в котором Борис Леонидович про удобрения говорит, оцените грядущие масштабы. В принципе, он там обращает внимание на, в общем-то, очевидную, казалось бы, но теряющуюся в тени нефти проблему, хотя эта проблема буквально выживания людей касается. Не количество поездок на автомобиле личном, а количество продуктов питания, которые вы можете получить. И вот это все маленькая географическая точка, маленький Ормузский пролив, довольно узкий Ормузский пролив, через который идут многочисленные нефтяные, газовые, точнее шли многочисленные нефтяные, газовые грузы и так далее, так далее, так далее. И получается, что давайте посчитаем, сколько стран из крупнейших экспортеров нефтепродуктов оказываются под ударом, экспорт их оказывается под ударом из-за кризиса на Ближнем Востоке. Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, крупная, еще раз подчеркиваю я, всю ярость своей иронии, крупная нефтедобывающая страна, Саудовская Аравия, Китай, Кувейт, 6 стран из 8. Россия и Соединенные Штаты Америки, да, вряд ли пострадают от происходящего, хотя у Соединенных Штатов Америки есть одно неприятное обстоятельство, которое заставляет нас еще раз внимательно присмотреться к происходящему и заметить, что Штаты это нетто-импортер сырой нефти. Да, можно сколько угодно говорить, что если посмотреть вообще все жидкие, которые там добываются, если добавить туда ШФЛУ, если добавить туда вот все, что хочется и может добавиться, то получается, что как бы Штаты сводят свой нефтяной баланс, но проблема в том, что для того, чтобы обеспечивать нефтеперерабатывающие заводы, которые стоят на территории Соединенных Штатов, Штатам приходится импортировать нефти, сырой нефти больше, чем они ее экспортируют. А получают ли они нефть из стран Ближнего Востока? Да. Из Саудовской Аравии, из Ирака, ну и ряда других перечисленных чуть ранее стран тоже получают нефть. Поэтому по Соединенным Штатам данная ситуация тоже бьет. То есть давайте мы зафиксируем. У нас, с одной стороны, есть угроза Ирана, в рамках которых он обещает ответить на удары по своей энергетической инфраструктуре. Нанесет ли Иран эти удары? Ну, видимо, да, нанесет. То есть, возможно, возможно, ответ на наш вопрос, который вот мы, так сказать, вначале озвучили, о том, что как может пострадать эта инфраструктура к завершению конфликта, в каком состоянии выйдут страны, в каком состоянии будут добычные, перерабатывающие, транспортные мощности. Мы не знаем, но мы получим ответ, что, видимо, в гораздо более худшем состоянии, чем они были до начала конфликта.
Но кроме прямого воздействия, то есть когда Иран отвечает, выбивает какие-то мощности, и мы не знаем, как быстро эти мощности можно восстановить, есть еще и косвенный удар, в рамках которого поставки, выстроенные нефтяные поставки, включающие не только сырую нефть, но и нефтепродукты, уже начинают страдать, потому что крупнейшие экспортеры нефтепродуктов находятся в несколько затруднительном положении уже сейчас. И по большому счету Иран в косвенным образом уже наносит удар по нефтепереработке. Просто потому, что часть этой нефтепереработки, ну, либо будет простаивать, либо уже находится под угрозой простоя, либо постоянно будут владельцы этих нефтеперерабатывающих заводов думать, а может быть, вот сегодня мы партию нефти получили, а завтра уже не получим. В первую очередь, конечно, ну, третий вариант, он не самый худший в текущей ситуации. И третий вариант в основном касается Китая и Индии, пожалуй, потому что, несмотря на размышления отдельных европейских экспертов, на полном серьезе существуют такие размышления, что вот именно Китай больше всего пострадает от этого конфликта, потому что поставки из Ирана прекратились. Ну, поставки из Ирана не прекратились, судя по всему. И у Китая есть некоторые возможности маневрирования, в том числе есть возможность договориться с Ираном о пропуске судов, которые везут нефть в Китай. Но частные компании, которые там перерабатывают нефть, все равно будут думать, хорошо, вот сейчас все получилось, а завтра американцы интенсифицируют свою деятельность в проливе и в Ормузском проливе, и следующие партии просто не дойдут. Ну, потому что забоятся, потому что, извините, пожалуйста, но это нельзя сбрасывать со счетов. Танкеры будут той или другой стороной повреждены. И вот мы сейчас все еще не можем полноценно ответить на вопрос, в каком состоянии будет инфраструктура. Но мы можем сказать, что инфраструктура уже начала страдать от этого конфликта. Инфраструктура, безусловно, будет повреждена. И вопрос, опять же, лишь в том, насколько сильно. Ну, а частный случай этого вопроса, как быстро ее будут восстанавливать. И да, я видел размышления руководство Qatar Energy, которое поделилось своими соображениями, что на восстановление там, отдельных мощностей уйдет от 3 до 5 лет. И вот уже можно сказать, что посмотрите, вот тут настолько мощные повреждения были нанесены Ираном в рамках ответных ударов, что это уже скажется на рынке сжиженного природного газа, что это уже будет сказываться на глобальных энергетических рынках. Но, честно говоря, даже такого рода заявления пока не дают однозначной картины происходящего. Поясню. Потому что неясно, какого рода это объекты. Это объекты, которые работали до начала конфликта, которые собирались вводить в 2026 году, или это объекты, которые строятся сейчас и которые собирались вводить в эксплуатацию с 27 года там, по 28-29. Мы это не знаем, из заявления этого это не ясно. Но что я могу заметить под конец этого ролика? Удары по электроэнергетической инфраструктуре, понятно, в зависимости от интенсивности, безусловно, будут выбивать часть генерации. Но, как показывает практика, генерацию можно восстановить. Как показывает практика, при этом вряд ли прогнозы о том, что куда-то там двинутся 8,5 миллионов человек, оправдаются. Да, 8,5 миллионов человек, проживающих в крупных городах, я такую картину сейчас обрисую, это скорее заложники крупных городов, потому что крупный город без надежного энергоснабжения существовать не может. Крупный город не может полноценно жить без надежного энергоснабжения, потому что канализация, потому что водопровод. Но я бы не переоценивал перспективы ударов Ирана по электростанциям. Поэтому завершу этот ролик тем, что еще раз замечу. Главный вопрос сейчас: когда закончится этот конфликт? И второй по значимости, а может быть и первый по значимости, но второй по порядку вопрос: с какими потерями стороны из него выйдут? И ответов на эти вопросы ни у нас, ни у кого-либо еще, в том числе у участников, пока нет. На сегодня все.
Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на канал ВМАКС, Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.